Кремль отказался от победы в войне с Украиной и начинает новую. Российские военные пересекли границу соседней страны. Случайность или спланированная атака? Самолет друга Путина пережил столкновение с другим транспортным средством. Официальное заявление. Срочное обращение к нации. Этого не ожидал никто. Президент объявил войну, но не ту, которую от него ожидали. Россияне против власти. 10-килограммовая бомба в здании администрации крупного города. Спецслужбы подняты по тревоге. Немыслимое ЧП в самом охраняемом кабинете Кремля. Позорный провал службы охраны Путина. Что произошло? Об этих и других событиях вечера 18 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Недавно были дроны, теперь зеленые человечки. Российские военные вошли на территорию европейского государства. Речь, правда, идет пока об очень ограниченном контингенте. 3 российских пограничников в форме незаконно пересекли границу с Эстонией, подойдя на судне на воздушной подушке к причалу Васкнарва. Инцидент произошел 17 декабря и был зафиксирован камерами наблюдения. Российские военные быстро покинули место и вернулись на свою территорию. Поймать и допросить их не успели. Эстония потребовала объяснений, усилила патрулирование и вызвала временного поверенного России в МИД. Вряд ли российские пограничники заблудились. Больше похоже на сознательную и уже не первую провокацию. В ноябре на реке Нарва был замечен пограничный катер РФ под флагом ЧВК «Вагнер». Очередной русский корабль идет по известному адресу. Спустя всего 3 дня после удара по российской субмарине «Варшавянка» украинские дроны затрофеили очередное судно страны-агрессора. В ночь на четверг в результате налета беспилотников в порту Ростова-на-Дону загорелся грузовой корабль. Даже местный губернатор был вынужден подтвердить атаку на порт и пожар на судне. Он также сообщил о 2 погибших членах экипажа и 3 раненых. Название судна власти не уточнили. Но по данным российских телеграм-каналов, удар пришелся по танкеру «Валерий Горчаков». Атаки этой ночью фиксировали и в других локациях Ростовской области, в Батайске и Таганроге. Как там было у классика, от него кровопролития ждали, а он чижика съел. Вместо объявления новой войны в Венесуэле Трамп продолжил свою старую войну против Байдена. Хозяин Белого дома выступил с обращением к нации. Добрый вечер, Америка! 11 месяцев назад я унаследовал беспорядок, и я его исправляю. В 18-минутной речи Дональд Трамп почти полностью сосредоточился на критике Джо Байдена. Он говорил об открытых границах, преступности, трансгендерных мужчинах в женском спорте, плохих торговых сделках и коррумпированном федеральном правительстве. Спустя 11 месяцев наша граница в безопасности. Инфляция остановлена, заработная плата выросла, цены снизились. Наша страна сильна, Америку уважают, и наша страна вернулась сильнее, чем когда-либо прежде. Трамп снова повторил, что урегулировал 8 войн и пообещал почти 1,5 миллионам военнослужащих чеки на $1776 каждому. Но наблюдателей в спиче президента больше удивило не то, что он сказал, а то, о чем он промолчал. Президент не сказал ни слова о войне России против Украины и не упомянул Венесуэлу, хотя накануне звучали прогнозы о возможном объявлении войны режиму Мадуро. Reuters отмечает, в речи не было сочувствия американцам, которые едва справляются с ростом цен на еду, жилье и подарки. И почти не прозвучало конкретных планов на будущее. США давит на ЕС, европейские лидеры отвечают похожей монеты. Стало известно об условии, на котором Евросоюз хочет выдать Украине кредит под замороженные российские активы. Кратко его можно описать формулой «покупай европейское». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа, который обсуждают сегодня на саммите в Брюсселе. План такой. Киев сможет получить до 210 миллиардов евро в течение 5 лет и больше половины этих денег на оборонную продукцию
из ЕС, Украины и ограниченного круга партнеров, например, Норвегии. Покупать американское оружие станет сложнее, хотя возможность для исключения из этого правила в особых случаях все же оставляют. Владимир Зеленский признал, если решение об использовании замороженных российских активов не будет принято на саммите ЕС в Брюсселе, это будет негативным сценарием для Украины. Это решение на столе. На сегодня все зависит от политической воли. Я буду разговаривать со всеми лидерами, приводить наши аргументы и очень надеюсь, что мы получим положительное решение. Без этого будет большая проблема для Украины. Большинство европейских лидеров осознает важность этого решения не только для Киева. Либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не об Украине, я говорю о Европе. Осталось только убедить премьера Бельгии, который опасается последующих судов с Москвой, и как-то обойти сопротивление Виктора Орбана и некоторых других, менее явных путин-ферштейеров. Но председатель Совета ЕС Антонио Кошта сделал однозначное заявление. Мы не покинем этот совет без окончательного решения, которое обеспечит финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. А вот для друга Путина участие в этом европейском саммите началось с драматических событий. Самолет премьера Словакии был поврежден, правда, не в полете. Трудный саммит в Брюсселе начался неудачно. В аэропорту автомобиль со ступенями повредил наш самолет настолько, что он больше не пригоден для полетов, и нам придется оставить его здесь. Под автомобилем со ступенями Фицо, похоже, имел в виду трап. Сам саммит ЕС большой поклонник Путина назвал спорным, и, судя по началу, для него он стартовал максимально символично. Тревожные вести с фронта. Российские войска продвинулись сразу на нескольких участках, сообщает аналитический проект Deep State. По обновленным данным, оккупанты имеют продвижение в районе села Дачное в Днепропетровской области, а также возле Звановки и Ровного в Донецкой области. Кроме того, зафиксировано продвижение противника в Покровске. Но есть и хорошие новости. 3-й армейский корпус ВСУ вместе с Главным управлением разведки провел штурмовые действия и смог выровнять линию фронта на Лиманском направлении. Украинские военные улучшили тактическое положение и лишили противников возможности маневра. По данным корпуса, в ходе боев был уничтожен целый полк российской армии. Значительное количество оккупантов взяли в плен. У руководства Кремля, похоже, окончательно сорвало резьбу. Военные расходы России в текущем году почти на 20% превысили план. Это следует из заявлений министра обороны страны-агрессора Андрея Белоусова, которое он сделал на коллегии ведомства в присутствии Путина. Вместо запланированных 13,5 триллионов рублей армия потратила почти 16 триллионов. Это почти 7,5% от ВВП страны. Для сравнения, по отношению к относительно довоенному 2021 году военные траты выросли в 4,5 раза. При этом, как замечают российские СМИ в своем выступлении, Андрей Белоусов скромно умолчал о недостижении важнейшей цели, поставленной на 2025 год назад. А она звучала как обеспечение победы в СВО. В докладе министра она превратилась в достижение целей, определенных верховным главнокомандующим. В общем, похоже, все идет не совсем по плану или совсем не по плану. Саня, не спеши. В России предотвратили теракт в самом сердце крупного города. Здание администрации Волгодонска хотели взорвать. По версии ФСБ, вот эта 16-летняя девушка планировала пронести туда 10-килограммовую самодельную бомбу. Я поехала, он мне там по звонку говорил, куда идти, там направил фотографию, там какую-то, где надо забрать. Я, получается, забрала все. Потом поехала вот на парк. Ну и, конечно же, если верить чекистам, действовала студентка колледжа по указке спецслужб Украины. Примечательно, что действие происходит в том самом Волгодонске, где в 1999 году произошел один из первых взрывов домов. Серия терактов тогда настроила российское общество на одобрение Второй Чеченской войны и помогла повысить рейтинг Путина. Ну вот теперь, спустя четверть века, ФСБ не закладывает в подвалы мешки с гексогеном, а предотвращает взрывы. Верим?
Парламент Грузии в окончательном чтении запретил гражданам, живущим за рубежом, голосовать на парламентских выборах вне страны. Теперь иммигранты смогут проголосовать только лично, приехав на родину. Референдумы тоже будут проводиться исключительно внутри страны. Поправки приняли в ускоренном режиме по инициативе правящей партии «Грузинская мечта». Власти объясняют это тем, что граждане за границей находятся под иностранной юрисдикцией и поэтому не могут сделать взвешенный выбор. Контекст показательный. На выборах прошлого года за рубежом зарегистрировалось почти 96 тысяч избирателей, но из-за сложностей с доездом смогла проголосовать лишь треть, около 34 тысяч человек. Но даже при этом оппозиция уверенно победила на зарубежных участках. Правящая партия набрала всего 13%. Теперь этот канал поддержки оппозиции просто перекрыли. Очередной провал Путина и ФСО. Под носом у российского правителя и его охраны прямо из президентского кабинета вынесли крупный предмет. Речь о новогодней елке. Правда, у журналистов-расследователей из проекта «Система» другая версия. Кремлевская пропаганда опять показывает так называемые консервы. Елка появилась в репортажах из кабинета Путина в начале декабря, но после возвращения хозяина Кремля из Туркменистана новогодний атрибут из кадра исчез. По версии авторов «Системы», потому что эти репортажи были записаны заранее. Получается, старого чекиста и всю его охрану легко ловят за руку обычные журналисты. Получается, не зря его погнали из школы КГБ и не взяли в шпионы. А может, Путин просто выбросил елку из окна после того, как увидел видео с Зеленским в освобожденном Купинске. Как вам моя версия? Делитесь своими. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.